И здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас будет новый урок. Вам, конечно же, понравится. Вы, конечно же, не забудете поставить лайк этому ролику, подписаться на канал. Мы же тем временем поехали. Итак, вернулась ко мне Диана. На этой руке мы с вами делали аквариум на верхних формах в прошлом ролике. Если вы его пропустили, вернитесь, посмотрите, было очень интересно, ноготочки получились просто замечательные. Но, тем не менее, сегодняшние ноготочки получатся тоже ничего. Как обычно, начинаем с вами с коррекции. В данном случае клиентка у меня не носит длину ногтей, мы ей всегда убираем ровно столько, сколько отросло, поэтому убираем длину, возвращаем форму нашим ноготочкам, убираем птыриги, наносим праймер, базовый гель. Если вдруг кто-то не знает, все эти этапы у нас отвечают за носибельность искусственного материала, за сцепку между искусственным материалом и натуральной ногтевой пластиной. Далее переходим к моделированию. В данном случае мы можем гелем средней вязкости, это моделирующий гель средней вязкости, самовыравнивающейся консистенции, мы можем сделать ноготочки в безопильной технике. В данном случае для того, чтобы это сделать, я придвинула к себе очень близко круглую лампу. Получилась, конечно, засвеченная картинка, но тем не менее вам виден тот блик, который получается на этих ноготочках. Если вы гель-лаковый мастер, то вот этим материалом вы можете работать в той же самой схеме, только при этом у вас материал будет не подвижный, а жесткий. Он будет держать ваш ноготочек, и, соответственно, сколов и отслоек у вас никаких не будет. Вообще, на самом деле, моделирующие жесткие гели носятся намного лучше любой базы от гель-лака. И если вы замените у себя базу от гель-лака на моделирующий гель, при этом, кстати, стоимость моделирующего геля намного ниже, чем у гель-лаковых баз, и расход намного ниже, то, соответственно, вы удешевите свою процедуру, но при этом ногти будут носиться намного лучше. В общем, можно было сделать в технике безопила, вы видите, блики красивые, все с ними хорошо, но я не люблю, я привыкла пилить, я буду пилить и пилить буду всегда. Основное, что мне не нравится в безопильной технике, это то, что все равно материал немножечко стекает на бока, и мне хочется его собрать. В общем, после того, как мы пробежались пилочкой, ноготочки становятся в 2 раза худее, в 3 раза стройнее, в 4 раза ровнее. Мы же тем временем переходим к покраске. В данном случае выбрали в качестве фонового цвета вот такой вот очень красивый благородный серый оттенок. Кстати, впереди сезон серых цветов, потому что у нас осень, у нас следом идет зима, поэтому вот такие холодные серые оттенки будут очень здорово смотреться на руках клиентов. Наносим наш оттенок, на втором слое доводим под кутикулу и под боковые валики, смотрим, улыбаемся в свое отражение в этом ноготочке. Прям, кстати, прикольное отражение получилось, гляньте, как прям в зеркало видно, что я там делаю. В этом месте, кто видит мое отражение, помашите мне ручкой в комментариях, мы с вами поздороваемся. Кстати, я реально вот только сейчас на озвучке увидела, что там можно рассмотреть себя. В общем, нам так с клиенткой понравился этот цвет, что мы решили все имеющиеся у нас пальцы, напоминаю, их на этой клиентке у нас всего лишь 5, выкрасить именно в этот оттенок. Далее переходим к дизайну. Честно, девочки, клянусь, я старалась, я делала все в трендах нынешнего сезона. Минимализм из меня прямо-таки пер на этом дизайне изо всех щелей. Поэтому вот в минимализме мы этот дизайн и делать будем.
Первые самые модные минималистичные штуки, которые мы закладываем в этот дизайн, это вот такие вот палки с разводами. Рисуем широкую зону, кисточкой растушевываем рваную такую границу. Чем рванее она будет, тем будет интереснее. На этом все. В принципе, вот это уже минимализм, уже можно останавливаться, дальше не продолжать, но это не мой минимализм. Кто давно у меня на канале знает, вот, блин, я уже запуталась в слове минимализм, но тем не менее. Кто давно у меня на канале знает, что у меня минимализм свой собственный. Поэтому добавляем еще вот такую рваную палку другим контрастным цветом. Каким? Черным, конечно же. В этом месте одной контрастной палки нам кажется маловато, поэтому добавляем еще одну. И пока мы боремся с собой в создании минимализма, напоминаю, что самое время поставить пальчик вверх этому ролику и написать мне какой-нибудь комментарий. Ну а теперь еще один модный минималистичный тренд. Да, мы берем рисуем листик. Опять же, минимально, очень тоненько, с немногим количеством лепесточков, очень так ненавязчиво. На пальчик мы его располагаем. В общем, очень минималистично, такой себе лысый листик, он прям вот сюда нам очень сильно просится. Далее, для того, чтобы подчеркнуть, что листик все-таки у нас есть, ну иначе он же сливается с нашей рваной палкой в одном месте, да, нам нужно его подчеркнуть. Поэтому мы берем красочку беленькую, совсем немножечко, опять же, очень минималистично. Это слово будет преследовать нас сегодня целый урок, поэтому очень минималистично наносим блики на наш листик. Совсем немножечко, не переусердствуем, держим себя в руках. В общем, листик у нас нужно оторвать от фона. И дальше, поскольку нам показалось, что этого все равно маловато будет, мы рисуем еще один листик, теперь цветной, да, но нам нужен же какой-то акцент, да, нам нужно на что-то смотреть, поэтому смотреть на просто лысый черный листик неинтересно, нужно смотреть на что-то цветное, ну, осень на улице, надо, чтобы что-то было яркое на руках модели, поэтому мы берем, рисуем оранжевый лысый листик. Напоминаю, рисуем это все минималистично, в самых минимальных традициях всего минимализма этого сезона. В общем, стараемся максимально держать себя в руках, а там как пойдет. В общем, у нас получился красивый цветовой акцент, но опять же, красок вроде бы как маловато. Поэтому берем желтый гель-лак и наносим светлые цветные пятна на основу нашего листика. У нас листик становится оранжево-желтенький, он уже оживает. Ну, смотрите, как здорово смотрится, да? Ну, согласитесь, так же лучше, чем без него.
Ну и поскольку желтый цвет, появившийся на этих ноготочках, вроде бы как хочется чем-то подчеркнуть, а у меня под руками лежит смешанные с топом блесточки желтого цвета, которые я использовала на второй руке, ну им же здесь самое место. Смотрите, они вот прям добавляют минималистичности в этот дизайн, смотрится очень минималистично, поэтому они здесь просто обязаны были быть. Ну, а вот в этом месте я, конечно же, с вами соглашусь. Можно было уже не прорисовывать. Вот серьезно, можно было не прорисовывать, без прорисовки было круто. Вот то, что надо. Вот, а вот с прорисовкой уже не так минималистично смотрится. Черт возьми, опять ничего не получилось. Вот без прорисовки был минимализм, а с прорисовкой черт сплошная абстракция. И знаете, что самое веселое во всем этом? Именно вот в таком формате с клиенткой это все и создавалось. Мы с ней просто ухохотались, в каком месте нам стоит остановиться и где именно заканчивается минимализм. И мы решили, что еще бы стразиков сюда. И тот самый минимализм у нас был очень модный. То есть без стразов это еще не минимализм, еще недостаточно минимально. В общем, надеюсь, я вас сегодня повеселила, надеюсь, вам было интересно. Дизайн получился клевый, очень стильный, очень интересный, действительно яркий и вдохновляющий. Я же надеюсь, вам сегодня со мной понравилось. Жду вас снова на своем канале. Всем до новых встреч. Пока!